В Дагестане достаточно серьезные события последний месяц происходят. Это события, связанные с назначением временно исполняющим президента Рамазана Абдулатипова. Фактически Рамазан Абдулатипов вместе с премьер-министром Меджидовым Мухтаром начали, если мягко выразиться, антикриминальную, антикоррупционную перестройку. И эта перестройка затронула все общество и всю систему. В обществе начинается снизу, в обществе начинается движение в поддержку этого курса. Постоянно каждую неделю происходят митинги. Как правило, собираются с районов, городов люди на площади в столице Дагестана. И они выступают с лозунгами «Снят главу администрации района» в силу таких-то причин. Криминализации, коррупции и чиновничьего беспредела. Можно сказать, что за 2 месяца там прошло около 15-20 таких митингов. Собирается, как правило, районная общественность. То есть новые лидеры республики подняли волну снизу. А кто мешает? Мешает коррумпированная система, прежде всего правоохранительная система. Правоохранительная система работает на себя или управляется определенными очень сильными фигурами из местного олигархического пула. И на прошлой неделе была очень интересная ситуация, связанная с тем, что несколько дней продолжалась спецоперация в поселке Ленина-Кент около Махачкалы, где были заблокированы подпольщики, диверсанты, террористы, экстремисты. Но, оказывается, у них были достаточно такие надежные связи среди сильных мира сего, и там вот эта вся ситуация со спецоперацией покрыта тайной. Отдельные обрывки, что к чему и так далее. Ну, хотя бы тот факт, что силовики, которые заблокировали там экстремистов, диверсантов, называют имя Гимринского джамаата, Унцукульского района, туда же загнали председателя районного собрания и не дали ему выйти оттуда, он погиб там. То есть кому-то была выгодна его смерть, хотя он мог бы живой дать очень много интересных фактов. Далее бывший начальник городского управления полиции, который в свое время был протежирован мэром Махачкалы, его поймали в Дербенте. Его поймали и вроде бы посадили, потому что за ним очень много дел. Далее заблокированные в Ленинакенте вот эта группа, оттуда очень много звонков высокопоставленным лицам в Дагестане с просьбой о спасении, с просьбой вмешаться. То есть Дагестан гудит, бурлит, слухи множатся, четкого внятного ответа нет, но для всех очевидно, что лицо правоохранительной системы там окончательно дискредитировано. То, что народе и так известно, то, что народе в экспертном сообществе и так обсуждается как факт неприлежный, как факт доказанный о коррумпированности, об управляемости правоохранительно-силового блока, о том, что они косвенно связаны с подпольем, с диверсионно-террористическим подпольем. Это все вылезло наружу именно в эти дни, неделю, 10 дней назад. Именно поэтому новая власть и антикриминальный, антикоррупционный курс будет заблокирован этой предельно беспринципной системой, разложившейся системой, которую придется менять до основания. То есть кадровая зачистка должна быть там произведена основательная. Прежде всего МВД, начиная с министра внутренних дел, кончая его заместителями и так далее.
Вот здесь как раз дагестанская общественность и новые дагестанские руководители ждут поддержки с Москвы, потому что это федеральная номенклатура. Правоохранительный силовой блок там, федеральная номенклатура. Вот. То есть ситуация такая, достаточно серьезная, и в народе ждут, что президент Путин, Москва, Кремль поддержит этот новый курс до конца.